Всем привет! С вами Елена на канале Косметическая кухня Бьюр. И сегодня я хочу поделиться рецептом приготовления спрея для волос с кондиционирующим эффектом, который содержит в своем составе фитостеролы, липосомы и аминокислоты для волос. Такой спрей я наношу после мытья и не смываю, причем на мою длину волос этот спрей полностью заменяет бальзам-кондиционер. Если же волосы длинные, вероятнее всего вам понадобится применять и шампунь, и бальзам-кондиционер, а затем уже этот спрей, который будет активно увлажнять волосы, восстанавливать их изнутри и оказывать легкое защитное действие. Рецепт действительно очень крутой, поэтому я жду ваши лайки под видео и не забывайте подписываться на канал, если вы еще не с нами. Сейчас на моем столе вы видите набор компонентов, которые понадобятся для приготовления кондиционирующего спрея. Купить все это можно в интернет-магазине Bjur с доставкой почтой в любую страну мира. А полный рецепт с процентами ввода вы можете найти в описании к видеоуроку. Перед тем, как начать приготовление, я хотела бы уточнить, что данные видео я уже снимаю в другой стране, то есть вдали от моей студии, в которой я привыкла работать, а также я не успела купить защитные перчатки, поэтому сегодня я работаю без перчаток. Вам же хочу сказать, что перчатки – это обязательный элемент безопасности при приготовлении косметики. Итак, мой рецепт делится на вводную, жирную и активную фазу. И для начала я приготовлю вводную фазу, где у меня уже заранее отмерено необходимое мне количество дистиллированной воды. И сюда я ввожу 0,15% молочной кислоты с концентрацией 80%. Этот момент очень важен, и исключить кислоту нельзя, иначе эмульгатор перестанет быть кондиционирующим, а данный спрей не будет выполнять свою основную задачу. Затем я беру данный стаканчик и отправляю его на водяную баню нагреваться до температуры около 80 градусов Цельсия. И желательно этот стаканчик чем-то накрыть, для того, чтобы вода во время нагревания не испарялась. А затем я хочу подготовить необходимое мне количество эмульгатора Amidette APA 22. И его я добавляю в рецептуру минимально допустимое значение, а именно 0,5%. Такого количества вполне достаточно для несмываемого кондиционера для волос. Данный кондиционер сам по себе имеет неионный характер, и если его не активировать молочной кислотой, он не станет катионным и не будет кондиционировать волосы. То есть для того, чтобы сделать бальзам и кондиционер, мы используем Amidette APA вместе с молочной кислотой, а если вам хочется приготовить классную маску для волос, мы используем Amidette APA без активации молочной кислотой. И после того, как наша вода нагрелась на водяной бане до 80 градусов Цельсия, я добавляю эмульгатор в горячую воду, смешанную с молочной кислотой. Повторюсь, что во время нагревания эмульгатора в водной фазе на водяной бане стаканчик должен быть закрыт, чтобы вода лучше сохраняла температуру и не испарялась. Во время нагревания данный эмульгатор лучше несколько раз перемешать, тогда он растворится лучше, но перемешивать не с помощью мини-миксера, а с помощью самой обыкновенной палочки или ложечки. А в то время как эмульгатор плавится на водяной бане, я хочу приготовить жирную фазу. Для этого я беру чистый, конечно же, простерилизованный стаканчик и добавляю в него 2% фитостеролов горчицы под названием Plantasense Cramбисол, добавление которых в косметику для волос оказывает ошеломляющий эффект по восстановлению и уплотнению волоса. Сюда же я ввожу 0,5% Софкеа, который является растительным аналогом силикону, делает волосы более послушными и гладкими. Сюда же в жирную фазу я хочу ввести 0,7% консерванта Euxil PE99. И последним компонентом жирной фазы будет 1% натурального растительного кондиционирующего компонента под названием Softisan, который показывает эффективность на уровне синтетического поликватерниума 10. Затем я размешиваю все эти компоненты до растворения друг с другом и отправляю их на водяную баню. Однако всю жирную фазу не нужно долго греть. Ставьте ее на баню в последний момент, когда эмульгатор уже практически растворился в воде и вы готовы эмульгировать. После нагревания обеих фаз и после того, как Amidette полностью растворился в воде, у нас получилась вот такая вот прозрачная жидкость. И нагревание жирной фазы мы начинаем эмульгирование. Для этого я быстренько вливаю жирную фазу в водную при постоянном перемешивании. И перемешивать миксером я буду на протяжении 1-2 минут.
После чего я возьму ложечку и продолжу размешивание с помощью ложечки до тех пор, пока данная смесь не остынет до 50 градусов Цельсия. И не стоит ожидать, что у вас получится какая-то плотная эмульсия. Мы ввели минимальное количество эмульгатора для получения эффекта кондиционирования, а также для того, чтобы ввести небольшую жирную фазу в воду, и она при этом растворилась. После того, как данная эмульсия остыла до температуры около 50 градусов Цельсия, я хочу ввести активный компонент под названием Produe 500 в количестве 1%. Produe 500 представляет собой комплекс аминокислот для волос, которые придают им блеск и сияние, а также глубоко увлажняют и защищают волосы. И затем я снова продолжу размешивание с помощью ложечки до остывания данной смеси до температуры ниже 40 градусов Цельсия. После чего перед введением оставшихся активных компонентов я хотела бы убедиться в том, что pH получившейся эмульсии у нас находится в нормальных рамках, то есть он не ниже 4, потому что на косметическом рынке существует очень много активов, активность которых теряется при pH ниже 4. Как мы видим, наш уровень кислотности находится в нормальных рамках. Поэтому сейчас я продолжу добавлять оставшиеся активные компоненты, а именно D-пантенол в количестве 0,5%. Большее количество D-пантенола в несмываемые средства не нужно добавлять, потому что данный компонент может вызывать липкость. Затем я введу 1% аминокислот шелка, который будет активно увлажнять волосы. Вы же можете заменить данный компонент, скажем, на гидролизат шелка, либо гидролизат пшеницы. И затем я ввожу 1% крутейшего актива для увлажнения волос и усиления их прочности под названием HMA Silky. Он же и является липосомами для волос. Насколько именно данный актив эффективен, вы можете прочитать на сайте магазина Bure. Ссылочку вы видите в подсказках в углу экрана, а также в описании к данному видеоуроку. Затем я снова беру мини-миксер и буквально 1 минутку размешиваю все компоненты до растворения. После чего снова вооружаюсь ложечкой и продолжаю размешивание до тех пор, пока данная смесь не остынет полностью до комнатной температуры. Также хочу уточнить 2 небольших момента. Если же вы хотите, чтобы ваш несмываемый спрей хорошо пах, вы можете ввести отдушку либо эфирные масла, добавив их в жирную фазу перед эмульгированием. Если же вы хотите, чтобы данный спрей не только кондиционировал, увлажнял и питал ваши волосы, а служил и термозащитой, вы можете добавить буквально 1% волшебного компонента под названием Cepicap MP. Он как раз и дает термозащитные свойства при введении в средства для волос. И в самом конце приготовления мне, конечно же, необходимо измерить уровень pH получившегося средства. Как вы видите, мой pH-метр стабилизировался на показаниях примерно 4,5, что является очень даже приемлемым для кондиционера для волос. Зачастую кондиционеры для волос имеют кислотность от 4,0 до 4,5. Главное, хочу уточнить, не опускайте кислотность ниже, чем 4,0, потому что, к примеру, такой компонент, как HMA Silky, теряет свою активность при pH ниже, чем 4. Пользуемся таким спреем на мокрые волосы, аккуратно их расчесывая после мытья. И, конечно же, не забывайте писать, что в результате получилось у вас и какой эффект именно на ваших волосах. Ведь структура волос у всех разная, тем более, если у вас окрашенные волосы, эффект может быть другой. Я жду ваши комментарии, лайки и не забудьте подписаться на наш инстаграм и телеграм-канал, чтобы узнавать все новости косметического рынка первыми. До встречи в следующем видеоуроке. Пока!